не задавай вопросов, просто смотри и слушай, что говорят карты Таро тебе о будущем. Общий расклад Таро для мужчин и для женщин на судьбу, на будущее, на перемены и на ситуацию, которая происходит у вас здесь и сейчас. Настраивайтесь на себя, и мы начнем. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня погадаем на шаманских картах Таро, на оракуле, и посмотрим, что происходит в вашей жизни сейчас, какая ситуация, как она разворачивается, и какие советы, подсказки, инсайты хотят вам открыть карты Таро через это онлайн-гадание. Давайте посмотрим, что сейчас актуально в вашей жизни, какие процессы, какие энергии, какие идут, ну, можно сказать, даже это не сколько даже энергия, но это больше энергетические, конечно, карты, но какие линии судьбы, да, вот на каких вы линиях судьбы находитесь на здесь и сейчас. Давайте смотреть. Так, смотрите, вы как будто бы уходите от чего-то плохого, избавляетесь от чего-то плохого, избавляетесь от теней, от темных энергий. Это очень хорошая карта в прямом положении, а в перевернутом очень плохая. Я так скажу. Вот в каких вы энергиях сейчас находитесь? Вы находитесь в энергиях избавления от негатива. Прекрасная карта. То есть расклад адекватен для человека, актуален. Для человека, который находится на пути к избавлению от темного чего-то не очень хорошего. Вернее, совсем не хорошего. Дальше идем. Так, а вот так у нас поиск видений. Но вы еще не знаете, вы еще не понимаете, от чего плохого вы избавляетесь. Может быть, вы интуитивно это делаете, но может быть и вообще не понимаете и не делаете этого интуитивно. То есть вы избавляетесь, а от чего не знаете. Вот так вот. И вам, чтобы что-то узнать, чтобы что-то увидеть, чтобы что-то понять, нужно избавиться сперва, да. Вот у вас сперва идет избавление от чего-то плохого, а потом понимание и видение того, что вы ищете. Поиск видений в прямом, да, это вы прям видите уже, да, вы уже почти нашли, а здесь вы даже еще пока не приближаетесь к этому, да, но уже движетесь как бы в этом направлении, к чему не понимая, да. Может быть, это даже больше и похоже на интуитивное решение проблемы или интуитивный уход от чего-то плохого. Ну и может быть даже, вот сейчас мне открывается такой месседж, что даже может быть судьба вас отводит от чего-то нехорошего, да. О, поток вас ведет поток. Смотрите, вы сейчас в потоке находитесь, да, в потоковом чтении, и вас ведет, вы идете вслепую от чего-то плохого к хорошему, но вы не понимаете, что происходит. Может быть, только чувствуете, что вот как бы идет все как бы как должно быть. Может быть, у вас была очень темная полоса, и сейчас начала налаживаться вот еле-еле, да, ледь-ледь, воно як вас поднимает, да, вот как будто поднимает наверх. Но вы пока не видите. Может быть, вы еще не видите целей окончательных, смысла не видите, но только предчувствие. Вот, в общем, на раскладе человек, который в потоке идет интуитивно, предчувствием и живет именно вот сейчас жизнью, не думая логически о будущем, а вот действуя по наитию, аккуратно, да, вот шаг за шагом, но без каких-либо четких программ. Может быть, вы избавились от какой-то плохой программы, негативной, родовой программы, освободились. Например, сделали, да, вот какой-то обряд, ритуал, или просто с кем-то расстались, с каким-то человеком, может быть, с работы уволились, понимаете? То есть вы что-то отпустили, но, может быть, вы даже думаете, что это плохо, что вы отпустили, хотя это изначально для вас хорошо. То есть вы
от чего-то избавились, и неважно, как вы к этому относитесь. Это классно, но вы этого не понимаете. Да, вот смотрите, как интересно падает. Открытая карта, закрытая, открытая, закрытая. Движение, невидение. Движение, невидение. Опять, видящий, перевернутая карта. Я вам так скажу. В поисках своего видения и понимания вы еще найдете своего внутреннего видящего. Это внутренний видящий. И, возможно, наружного видящего. То есть вы будете видеть внутреннее свое состояние, ощущать более, вы поймете, почему, что вы должны увидеть. И будете видеть ту реальность, которую вы еще не видите, но она будет другой. Перед вами открывается совершенно другая реальность. У вас жизнь перезагружается. Как минимум, к этому, если вы в это еще не попали, вы идете к этому бессознательно. Интересный расклад сегодня. И, возможно, вы встретите человека, которого вы еще не знаете. Вы его увидите, а он увидит вас. Это может быть маг, шаман, колдун. Даже может быть и темный колдун, кстати, и темный маг, темный шаман. Но, может быть, вы ищете человека, не обязательно мага, это не обязательно маг, но который будет понимать вас, а вы будете понимать его. И вот вы на самом деле в поиске видений, вы на самом деле ищете этого человека, но вы еще его не знаете и не понимаете, что вы его ищете. То есть это может быть действительно как колдун какой-то, которого вы ищете, так и мужчина или женщина. Ну, больше это мужская карта, но опять-таки мужчины могут искать и женщину, да. Окей, но она может быть видящая. Кстати, здесь вами управляют женские энергии. Поток обычно это женская энергия, а видение – это мужской аспект. И здесь у вас интересный такой идет момент, где вы где-то, возможно, открываете какие-то свои качества внутренние сейчас. То есть на раскладе человек, который интуитивно ищет себя, внутренние энергии. И если он их найдет, то, видя их, осознавая их, он будет выстраивать свой внешний новый мир, возможно, уже с другим человеком, который будет видеть его, или увидит его, или заметит его. Или будет ему помогать в этом, ну, как-то энергетически направлять, может быть, или станет ключевым каким-то персонажем, да. Человек, который ищет направление на раскладе, ищущий направление. Окей. Да, и у вас закрывается кармический цикл. Вы разрываете какой-то кармический узел и переходите на новые линии судьбы. Поздравляю. Прекрасно, смотрите. Карта открытая, хорошая. Карта закрытая, хорошая. Карта открытая, отличная, хорошая. Карта закрытая, хорошая. И карта, она неплохая, не хорошая. Она больше говорит о том, что вы прошли какое-то, пройдете очень скоро, да, или уже прошли, да, ну вот мы смотрим-то на здесь и сейчас, в принципе, а это карта к ближайшему будущему, да, вот эти две. Сейчас вы находитесь в потоке. И, возможно, вы от чего-то уже и избавились, от чего не понимаете. Но даже если вы от этого избавились и кажется вам плохо, еще раз повторюсь, это хорошо, потому что вы закрыли какой-то кармический цикл, разорвав какой-то кармический узел. Может быть, это вам все еще предстоит сделать. Ну, мы сейчас попытаемся разобраться в этом более детально. Давайте посмотрим, от чего вы уже избавились. И поработаем сегодня не горизонтальным чтением, а вертикальным чтением. Да, я каждую карту пройдусь по потоку, да. От чего вы уже избавились? От чего вы уже смогли избавиться? Избавились вы от какого-то управления, от власти над вами, и, возможно, избавились от мужчины, особенно если он лев, овен и стрелец. Ну и избавились от человека, который пытался вами управлять и манипулировать. Хорошо. Что еще тут? Возможно, избавились от работы, которая не ваша. Почему она не ваша? Эта карта очень хорошая. Но то, что я сказал, вы разорвали или разорвете спираль, да? То есть, если вы уже потеряли эту работу, хорошо, а если вы чувствуете, что потеряете, ну что же, это наоборот тоже хорошо. У вас очень хорошие карты. Все карты очень хорошие.
Может быть, избавились от денег, может быть, потеряли некую сумму денег. Вы считаете, что это большая сумма денег для вас, ну, или считаете, ну, жалко деньги эти терять, да, вам. Но это тоже очень хорошо. То есть у вас идут потери на уровне финансового канала, да, то есть финансовый канал проседает сейчас. Или уже, ну, было такое. Ну и, может быть, вы поссорились, допустим, с руководителем, с каким-то, да, может быть, с мужем. Ну, мужчины могут тут и с женой, но тут больше мужские карты, больше ссоры идут с мужской энергией какой-то, да. Ну, а финансы, как следствие, уже идут, проседают, да, вследствие вот этого вот конфликта интересов, конфликта управлений. Окей, то есть вы избавляетесь от влияния мужчины, работы и финансового потока. Хорошо. Давайте тогда дальше. Что на смену приходит? Вот что приходит на смену тому, что вы потеряли? Что приходит на смену тому, что вы потеряли? Будет больно, естественно, тройка мечей. Обычно, ну, когда что-то теряешь, происходит разрыв, да, разрыв когнитивных, вербальных связей, и у вас будет, ну, вот приходит боль, одиночество, да, вот такая вот. Окей, ну, придется пройти, потому что вы уже это прошли. Но приходит и свобода. Приходит, сейчас я найду эту, сейчас, 2 секундочки. Приходит свобода и приходит, вы обретаете, то есть боль, но и обретаете дорогу, которую вы еще, опять-таки, может быть, не понимаете, не видите, но, может быть, вы ее интуитивно чувствуете, опять-таки. Может прийти любовь в вашу жизнь, может прийти партнер, близнец, ну, близнецы – это партнерство. Вас могут поддержать и друзья здесь, в этой ситуации, и у вас открывается направление, открывается дорога, прямо вы обретаете новую дорогу, новый путь. Давайте смотреть еще, что вы обретаете. Новые связи обретаете. Да, они могут быть не такие, может быть, легкие, не такие радостные, но вы обретаете новые связи. Смотрите, спираль, ну, то, что я говорил, вы выходите на новый кармический какой-то узел. Но тут, понимаете, как... Я не скажу, что здесь повешенный прямо в хорошем ключе, да, он всегда тяжелая карта. Но у меня такое ощущение, что вы обретаете свободу от отношений, которые вас очень сильно сдерживали, угнетали и причиняли вам боль и страдания. То есть вы как минимум избавляетесь от токсичных или абьюзивных отношений здесь вот по этим 3 картам. Ну окей, хорошо. Давайте тогда посмотрим, что должно быть разорвано. Что должно быть разорвано? Должно быть разорвана эмоциональная связь, может быть, с родом, с родственниками, эмоциональная связь. Может быть, с детьми. Это называется разрыв пуповины, ну, на энергетическом уровне. И отпускание привязки к родной земле, вот так, к родной земле, именно к отчему дому, да, давайте его так назовем, сейчас немножко левее положу. Хорошо, давайте спросим, а какая дорога вам открывается? Какая дорога вам открывается? Куда движение? Вот смотрите, у вас как бы движение прекратилось, да, а куда открывается дорога? Вот эта вот 6 наша, влюбленный выбор, да? А дорога у вас открывается к счастью. И к счастливой и семейной жизни, и совместной жизни, да, то есть тут уже без разницы, какая она будет, семейная, совместная, да, свободная или обусловленная. Хорошо. От чего нужно обязательно избавиться? Давайте посмотрим эту карту, так расшифруем. От чего обязательно надо избавиться? Ну, во-первых, вам нужно избавиться от магии на мужчине и от манипуляций начальника и мужчины, который имеет над вами власть. Вот от этого вам нужно избавляться. Интересно. Хорошо, давайте тогда сейчас посмотрим, чего вы еще не видите в своей жизни. Чего не видите в жизни? Чего не видите? Не видите комфорта и не видите человека, с которым рядом вам было бы комфортно. Хорошо. Не очень хорошо.
Но хорошо, но мы хоть видим это уже. Не видите пока успеха и успешного мужчину рядом с собой. Окей. Что еще не видите? Ну, не видите страсти, не видите, возможно, страстных, интимных отношений. Здесь тоже может быть. Хорошо, хорошо. Где вам искать вашу зону комфорта? Давайте спросим. Где ваша зона комфорта? Ваша зона комфорта в хитрости и в манипуляции правдой. Почему так, не знаю. Но как минимум ваша зона комфорта, она совсем не такая, какую вы ее представляете. Это всегда о креативе. Хорошо. В чем вас ждет успех? В чем ждет успех? Или в чем можно искать успеха? Ну, вас может ждать успех, и нужно искать финансовый успех, то есть нужно работать со своим финансовым каналом, развивать его. Успех вас ждет с землей, недвижимостью, покупками, приобретениями. Продажи тоже могут быть, купля-продажа. И успех вас ждет с детьми. Прекрасно. Давайте посмотрим ваше творчество. В чем ваш творческий потенциал, который рвется наружу, но вы его не видите. Ваш творческий потенциал в духовном, не в материальном больше. И если даже он и в материальном, то есть деньги вам придут через энергетики, через духовное, через, ну давайте я так скажу, через обрывы материальных связей. Через обрывы материальных связей, через независимость, возможно, какую-то. И это будет совершенно другая форма, отличная от той, которую вы представляете. Но по-другому тут я никак это не разверну, потому что тут такая нестандартная карта, да, и что-то вам идет свыше. Как будто бы вам открывается совершенно другая форма восприятия материального мира, и она будет идти вам через духовное. Не обязательно через ангелов, не обязательно, это может быть просто... Ваш талант скрытый выйдет наружу, да, но он будет совершенно в другой форме. Вы представляете одно, а будет совершенно по-другому. Хорошо, в чем вы не видите обмана? Мы не видим обмана. В чем? Вы не видите обмана, связанного с мужчиной. Вы не видите обмана, насколько мужчина действительно отвечает за свои действия, несет ответственность. И вы не видите обмана в переезде. Такая карта. Хорошо. Что вы не видите в детях своих или не замечаете? Или не знаете? Но тут нужно просто присмотреться к ним, поинтересоваться, есть ли какие-то проблемы, чем вы можете помочь. И, возможно, какие-то... Это болезни карта. Ну, прислушайтесь, присмотритесь. Не заболел ли там кто близкий из ваших детей, да, или из ваших родственников. Но он моложе обязательно, да, то есть не замечайте проблем, каких-то тупиковых ситуаций. Но, может быть, человек действительно нуждается в помощи. Вы не видите этого, но это сильно изменится. Что сильно изменится? Сильно изменится. Сильно изменится ваше одиночество, сильно изменится смыслы жизни, и может сильно измениться ваше здоровье или здоровье вашего близкого человека. Имейте это в виду. Хорошо, давайте посмотрим, куда несет вас поток сейчас. Что-то должно закончиться, так як я і казав, бачите, переходжу на мову постійно. Так как я и говорил, что-то должно сказать, что-то должно закончиться, чтобы вас избавить, да? Чего избавляемся? Ну, избавляемся от кризиса. Это всегда карта скорпионовая, и она о кризисе. 13 и 14 арканы, они обычно о кризисе. Избавляемся от магии, от проблем со здоровьем, от проблем с зависимостями, от проблем с духовными связями. И видите, переход идет на более высокий уровень. И избавляемся от последствий 13-го аркана. А 13-й аркан – это очень жесткая трансформация. Что еще должно закончиться? Темная полоса заканчивается. Вы прям выходите потоком
через этот расклад, если вы хотите, чтобы выйти через этот расклад потоком к светлому, светлым намерением своим, вы, можете написать имя, выходите из темной полосы в светлую полосу, где дверь в темное прошлое будет закрыта, и перед вами откроются новые двери, новые пути дороги в то будущее, которое вы сейчас пожелаете, поэтому ставьте на паузу, загадывайте желание и пишите это желание свое, ну или просто напишите в комментарии, просто я загадал или загадала желание, и двери в прошлое закрыты, вот эти две карты, и начинается компромисс, внутренний компромисс вас с самим собой, и это порождает все более чистые энергии, все более новые свежие потоки, которые ведут вас к видению нового мира. Прекрасно. Хорошо. Какая дверь в прошлое прямо сейчас закрывается? Прямо сейчас. Ух ты. Звезда. Ну, это хорошая вообще очень карта. Интересно. У вас дверь закрывается прямо сейчас в то, что длилось очень-очень долго. Но оно не обязательно очень плохое, но длилось оно очень долго. Это связано с женщиной. Может закрываться плохая родовая программа, последствия отношений с женщиной. Может быть, женские какие-то проблемы, ссоры, споры, проблемы со здоровьем. Вот это все закрывается у вас. Ну и действительно, понимание и видение своих целей, такие, какие они были, они уже у вас другими будут. Хорошо. В чем суть компромисса для вас прямо сейчас? Во-первых, вам надо смириться и принять. Смириться и принять. Договориться и сделать, ну, может быть, даже это не выбор, не сколько выбор, сколько принять решение. Принять решение, возможно, разорвать долгую какую-то порочную связь, которая вам мешала двигаться дальше. Какая дверь открывается? Дверь открывается, мы не видим пока. Вы не замечаете по этой карте эту дверь, а под жрицей мы ничего не видим. Не видим. Хорошо. Давайте посмотрим, какая цель может быть. Мы сейчас ее попытаемся приоткрыть. Какая цель может появиться в вашей жизни? Любая, абсолютно любая. Любая по вашему желанию. То, что вы видите в символизме и в то, что вы слышите в этом потоке. Это может быть ваша мечта, это может быть... Ну, больше это мечта, конечно же, по тому, что я здесь чувствую. Хорошо, что вам надо принять? С чем смириться, что принять? Вам нужно принять аспект собственного, собственной возможности быть здоровым, богатым и обеспеченным человеком. Это вам идет, оно вам дано, оно внутри вас. Что вы заметите, наконец-то, внутри себя? Что вы заметите внутри себя? Прямо сейчас, может быть. Вы заметите, что вы сомневаетесь все меньше и меньше. И вы заметите, что желание работать над собой, на себя, для себя, для своей новой реальности у вас появляется все больше и больше. Прекрасно. Мне пока нравится этот поток. Как вы чувствуете? Вот сейчас поставьте на паузу и прислушайтесь к своему сердцу. Это чистый поток. Если он чистый, напишите «да, он чистый». Если он не чистый, и вас прямо начинает телепать, это тоже хорошо. Почему? Потому что мы приближаемся к видящему, которого вы не видите. А встреча с видящим, которого вы не видите, о котором вы не подозреваете, это всегда волнующая тема, поверьте. Давайте посмотрим, что вы увидите. Что вы увидите совсем скоро? Вы увидите, как будет разрушаться что-то. Возможно, это старый привычный мир. Вы увидите крушение башни. Да-да-да. Может быть, это не одна башня разрушится. Или несколько башней, да, разрушится. Вы увидите потрясение и, возможно, увидите, как потрясно кто-то летит, да, падает. Кто увидит вас? В
в чьем внимании вы окажетесь, в чем поле зрения. 13-й аркан. Вот они перемены. Вот они перемены. Вы увидите, как меняется и рушится привычный мир. А новый мир увидит вас. Вы увидите рождение нового мира через крушение, и этот процесс будет вас наблюдать. Знаете, есть такая пословица, такая она глубокая, страшная, вот поэтому-то может быть и страшно. Если долго, очень долго смотреть в черноту или в темноту, то придет момент, когда темнота взглянет на тебя. Вы увидите эту темноту, хорошо. И смотрите, этот видящий, он вам откроется. Давайте посмотрим, что станет для вас видящим, что вы увидите после этого потрясения, которое в вашей жизни будет подобно 13-му аркану. Да, вот вы переживете какое-то такое в ближайшем будущем, какой-то, как шок, который откроет вам глаза. Слышите, как интересно сработали эти две карты? Но смотрите, эта карта, во-первых, государственная, военная и связанная с мужчиной. Поэтому что вы увидите? Вы увидите гром. Это всегда огонь воздуха. Вы увидите гром, молнию, точнее, услышите гром, да, и увидите молнию. Вот так. Вы услышите гром, молнию. И это будет связано с мужчиной. Возможно, с какой-то персоной, которая имеет отношение к оружию и к власти. Это может быть и военная персона, но больше это государственный муж и государственная персона. Интересно. И это откроет вам глаза на реальность. После этого ваш первичный мир будет уходить. И вы будете обретать осознанный контроль над вашим новым миром. Как ваш новый мир будет выглядеть в ближайшем будущем? Роскошно. То есть, смотрите, вы переживаете в ближайшем будущем какое-то сильнейшее потрясение, благодаря которому в вашу жизнь приходит ясное осознание, что прошлая жизнь ваша, она не работает. Это расклад похожий, я уже говорил, я часто на него ссылаюсь, у меня просто серия раскладов вот таких вот экзистенциальных, да, экзистенциональных. Есть 22.02.2022. У меня такой расклад, можете вбить 22.02.2022 Алехандро Таро. Там похожее, в другом контексте. Так вот, вы на пороге открытия своего нового мира, где будет богатство, особенно богатство, роскошь. То есть, вам придется тогда как бы разменять старый мир на новый. Но без этого размена вы сюда не попадете. Вы не сможете просто пройти. Смотрите, у вас очень много карт идет. 10 мечей, башня, 13-й аркан, 9 мечей. Да, они тут сконцентрированы в этом контексте понимания. То есть для того, чтобы увидеть, да, нужно попасть, не нужно попасть, придется попасть в такую ситуацию, где вы просто переживаете шоковую терапию. То есть вы пройдете эту шоковую терапию. То есть путь к богатству и роскоши идет через шоковую терапию. Да, может быть, это катарсис, который мы видели с вами в тройке мечей. Он может быть связан с разрывом с отношениями с мужчиной, с властью, опять-таки, мужчины в том числе, да. Или властью над вами тех обстоятельств, в которых вы оказались, волей или неволей судьбы. Хорошо, давайте, что приходит на смену 13-му аркану? Перемены к лучшему. Смотрите, у вас возникает стабилизация финансового канала, где вы просто становитесь богаче, успешней. Может появиться новая работа, но это может уйти от 2 месяцев до 2 лет. От 2 месяцев до 2 лет. Но это не обязательно новая работа. Это может быть и новые смыслы жизни или новый аспект вашей самореализации, самозанятости. Поэтому это не обязательная работа, еще раз. Это просто новый способ заработка денег, новый способ ведения бизнеса, и новый способ, как хотите, называйте, как вы извлекаете деньги из пустоты, да, из пространства. Хорошо. Давайте на смену напряжению что приходит? На смену напряжению что приходит? Смотрите, какой шикарный сегодня расклад. 9 пентаклей, 2 пентаклей, 10 пентаклей.
Не смотрите, даже вот новые договора приходят. Это, здесь 19 и 21, новый мир. Выход, новая реальность. Да, может быть, про переезд я сказал, что это неправда, но здесь может быть переезд, потому что мир выпадает. Вы увидите мир в новом мире. И вы увидите мир, когда разрушено будет все, да, до основания, как говорится. Для вас это будет новой реальностью, и она будет намного лучше, чем она есть сейчас. Намного богаче, намного счастливее, и у вас в вашей жизни появится искомый человек, искомый источник заработка, в том числе пассивного заработка. Может быть, даже это будет, например, вы мечтали о приюте для собак, например, да, или о собачьем детском саду, или там о кошачьем, или о детском саду. И это может быть и дом, о котором вы мечтаете, и семья, и счастливые дети, внуки. Это все будет, и мужчина рядом, если вы действительно этого хотите. Но придется переживать вот эти 3 карты, даже 4. То есть у вас на пороге очень серьезная перезагрузка матрицы вашей судьбы. Вот, я не побоюсь сказать матрицы, потому что это матричная карта, и оно все по Земле идет. Все, что связано с Землей, все является частью матрицы, и матрица просчитывается. Вот он, король мечей, но это тот, который просчитывает матрицу, да, всегда. Хорошо. Какой роскошный подарок ждет вас совсем скоро? Роскошный подарок, который ждет вас совсем скоро. Может быть, новые отношения мужчина-женщина, может быть, поездка, переезд, может быть, новый бизнес, но это вообще карта потенциального успеха. И успех для вас будет роскошным подарком. Что меняется к лучшему прямо сейчас, но вы пока не видите. У вас появляется энергия, желание жить, энергия жизни, вы выздоравливаете, в вас входят мужские энергии, и эти энергии порождают в вас активизацию 2-й чакры и активируют вашу либидо через чакру Свадхистана. Кстати, давайте посмотрим будущее ваше, будущее по 10 пентаклей. Спокойное, и вы проживете спокойствие до конца дней своих, до старости. Сколько вы собрались жить? Вот напишите, я собрался прожить еще 100 лет и перейти в новую реальность в спокойном состоянии. Да? Хорошо, давайте посмотрим спираль. Что было, что есть, что будет в вашей судьбе? Что было, что есть, что будет в вашей судьбе? Был мужчина, который, возможно, жил в вашем сердце, а вы жили в его сердце, но это мужчина, с которым вам было нестабильно, и часто вы с этим мужчиной отправлялись на дно. То есть был мужчина. Хорошо, что есть? Сейчас есть попытка успокоиться и решить какой-то спор, какой-то конфликт, какую-то судебную тяжбу. Может быть, судитесь, может быть, решаете какие-то справедливые и несправедливые связи, последствия отношений с мужчиной, может быть, на работе какие-то качели, да, вот вы их пытаетесь успокоить. Сейчас вот происходит процесс успокоения, то, что вас очень сильно волновало, да, вот так. Но это связано больше с мужским, женским и с законом, да. Что будет в вашей судьбе? Вам придется пережить то, о чем я говорил, вот это 10, башня, будет потрясение и будет проигрыш. Но проигрыш это больше, знаете, как какой-то человек покажет себя нечестно, несправедливо, поведет по отношению к вам себя гадко, незаконно, может быть, даже мерзко, дерзко, да, но это произойдет. Что приходит и что уходит? Что приходит в вашу жизнь? Приходит легкость, такое, знаете, приподнятость, приходит адекватное безразличие, и приходит желание отпустить все, облегчение приходит. И приходит близкий друг, который всегда рядом с вами и который вас не предаст. Что уходит? Уходит прошлое, и уходит, возможно, прошлая любовь, прошлое отношение. Но вам важно это отпустить, потому что иначе вы не разорвете кармический узел и не избавитесь от того, что я говорил в предыдущем.
Чем сердце успокоится? Сердце успокоится спокойствием, пониманием, неторопливостью, законом, справедливостью и ощущением того, что вы понимаете, что происходит, и справляетесь с этим или самостоятельно, если рядом никого нет, или с тем человеком, который вас слышит, понимает, с которым вам спокойно и который относится к вам с пониманием и справедливо. Повірте, ви заслужуєте этой справедливості. Побачимось, почуємось, до зустрічі. Па-па.